Март, 538 год нашей эры. Рим. Спустя более года остготы сняли осаду города и движутся на север. Восточно-римский полководец Флавий Велизарий, руководивший обороной Рима, приготовил им прощальный подарок. Он ждет, пока половина остготской армии не перейдет соляной мост, а затем атакует всеми своими силами. Бой идет отчаянный. Арьергард остготов пытается сдержать римлян, но у них не получается. В панике образуется давка. Все хотят перебраться через мост. Тех, кто не успевает, убивают или топят в реке. Это последняя кровавая победа в битве за Рим. В Константинополе, столице Восточной Римской империи, император Юстиниан только что закончил строительство самой величественной церкви в мире – собора Премудрости Божией, Святой Софии. Теперь, с Божьей поддержкой, он готов выполнить еще одну великую задачу – отвоевать Италию, древний центр Римской империи. Но сам император посеет семена раскола в своих войсках, подорвет репутацию своего величайшего полководца и проложит путь к разрушению одного из великих христианских городов Европы. В 538 году самым крупным и процветающим городом Италии является не Рим или Равенна, а Милан, для римлян – Медиолан. Его жители желают воссоединиться с империей, и по просьбе епископа Милана Велизарий посылает им на помощь небольшой отряд. Они разбивают местные силы остготов у Тицина и с триумфом входят в Милан. Но в центральной Италии Велизарий сталкивается с дилеммой. Один из его лучших военачальников, Иоанн, племянник Виталиана, взял Аримин силами 2000 элитных кавалеристов. Теперь король Витигис с армией остготов движется из Рима и скоро настигнет его в городе. Велизарий приказывает двум доверенным офицерам прибыть туда первыми с пехотными подкреплениями. Они должны поменяться местами с Иоанном и его ценной кавалерией, освободив ее для мобильных операций. Но когда подкрепление прибывает в Аримин, Иоанн отказывается подчиниться приказам Велизария. Вместо этого он пополняет свои силы пехотой и готовится к удержанию города. Через несколько дней Иоанн оказывается в осаде. Остготы предпринимают первый штурм с гигантской осадной башни. В тяжелом бою римляне отбивают их. Но у Иоанна недостаточно припасов, чтобы выдержать длительную осаду. Неповиновение Иоанна ставит под угрозу всю кампанию Велизария. Он потеряет часть своих лучших войск, если Аримин падет. Но бросившись на север, он рискует оставить в тылу несколько сильных остготских гарнизонов, включая 10 тысяч опытных солдат в Ауксиме. Наступление Велизария увенчалось успехом. Остготы в Тудере и Клузии сдались без боя. Пока он обдумывает свои дальнейшие действия, приходит известие: 7000 римских подкреплений высадились у Фирмия. Велизарий спешит присоединиться к ним и встретиться с их командиром, одним из самых могущественных людей в империи, евнухом Нарсесом. Нарсес – препозит священной опочивальни, главный камергер дворца, ближайший советник Юстиниана. Будучи евнухом, он не может представлять династической угрозы для императора, поэтому ему доверена огромная власть и влияние. Нарсес отличился во время бунта Ника, подкупив часть толпы, чтобы она перешла на другую сторону, в то время как Велизарий и Мунт разбирались с остальными более непосредственно. Велизарий командует войсками в Италии.
Но он не может просто отдать приказ такому важному человеку, как Нарсес. Поэтому он созывает военный совет, чтобы прийти к согласию относительно дальнейших действий. Офицеры Велизария утверждают, что Иоанн сам виноват в своей судьбе. Они не должны рисковать армией ради его спасения. Но Нарсес в хороших отношениях с Иоанном и думает иначе. «Если Иоанн не подчинился твоим приказам, о славнейший Велизарий, ты получил уже за это полное удовлетворение относительно его и держишь в своих руках возможность спасти поверженного или предать его врагам. Смотри, как бы то отмщение, которое заслужил Иоанн, ты не получил в ущерб интересам императора и нашим. Если остготы возьмут теперь Аремин, то суждено будет стать их военнопленными энергичному римскому вождю, целому войску и городу, бывшему уже подвластным императору. И несчастье не остановится только на этом, оно может повернуть всю судьбу войны». Во время заседания совета приходит сообщение от Иоанна. Его люди голодают, и если ему не будет оказана помощь, он будет вынужден сдаться через 7 дней. Было решено, что необходимо предпринять попытку спасти Иоанна и его войска. В ходе тщательно продуманной операции 1000 солдат оставлены для блокирования гарнизона остготов в Ауксиме. Один отряд будет продвигаться прямо по прибрежной дороге. Другой отряд двинется по морю, угрожая высадкой десанта, в то время как Велизарий и Нарсес двинутся вглубь страны и подойдут с запада. План работает безупречно. Витигис получает сообщение о приближении римских войск со всех сторон. Опасаясь окружения, он прекращает осаду и поспешно отступает в свою столицу Равенну. Но, несмотря на их успех, в римском лагере не все благополучно. Когда Велизарий предлагает Иоанну отблагодарить тех, кто пришел ему на помощь, Иоанн заявляет, что в долгу он только перед Нарсесом. Его слова усиливают растущее недоверие между Велизарием и Нарсесом. По словам Прокопия, историка и очевидца, и в дальнейшем оба стали относиться друг к другу с большим недоверием. Друзья, подпишитесь на наш Телеграм, ВКонтакте и Дзен, чтобы не потерять друг друга в случае блокировки Ютуба. Вы также можете поддержать нас финансово. У нас есть Телеграм-бот для пожертвований и другие варианты. Ссылки в описании под видео и в закрепленном комментарии. Субординация среди полководцев Восточной Римской империи не всегда ясна и редко закреплена. Передача решений императору занимает месяцы, поэтому авторитет командующего часто зависит от его способности завоевать расположение старших офицеров. Возможно, Юстиниан поощряет такую систему, чтобы помешать слишком могущественным военачальникам, у которых возникает искушение бросить вызов его правлению. Поэтому ли он послал Нарсеса в Италию, чтобы подрезать крылья Велизарию, мы не знаем. Но для войны в Италии последствия этой системы вскоре приведут к катастрофе. Иоанн и другие недовольные офицеры начинают подстрекать Нарсеса выступить против Велизария. Они заявляют ему, что это ниже его достоинства подчиняться приказам простого военачальника. Когда Велизарий раскрывает свой план по методичному уничтожению опорных пунктов остготов в Центральной Италии перед наступлением на Равенну, Нарсес возражает. Эта стратегия слишком осторожна. Вместо этого Нарсес предлагает немедленное наступление в Эмилию, чтобы отвоевать у остготов новые территории. В недовольстве Велизарий предъявляет письмо от императора. «Нарсеса, нашего казначея, мы посылаем не за тем, чтобы он начальствовал над войском в Италии. Мы желаем, чтобы во главе всего войска стоял один Велизарий и распоряжался им, как ему покажется лучше всего. Вам же всем предлагаем следовать за ним на пользу нашего государства». На что Нарсес отвечает: «Ваш план противоречит пользе государства». Армия разделяется на две группы, каждая из которых придерживается своей собственной стратегии. Потенциально катастрофическая ситуация. Но, к счастью для римлян, Витигис в Равенне не сумел ею воспользоваться. Велизарию удается взять Урбино, когда его единственный источник воды неожиданно высыхает.
Нарсесс посылает Иоанна захватить форум Корнелия в Эмилии. Но на севере назревает буря. Этот Милан из всех италийских городов наиболее выдающийся и по своей величине, и по своему многолюдству. Так вот, этот Милан находится в великой опасности. Данный момент не позволяет мне разливаться в длинных речах. Я заявляю, что вы должны немедленно прийти на помощь миланцам, находящимся в крайней опасности. Если по отношению к нам в настоящее время вы еще из-за чего-либо будете медлить, то нам придется погибнуть, испив самую горькую чашу страданий. 539 год нашей эры. Милан удерживают всего 300 римских солдат и гражданское ополчение. Остготы быстро узнают об этом, и город осаждает Урайя, племянник короля. Его поддерживают огромные силы бургундов, посланные Теодебертом, королем франков, союзником остготов, хотя насколько ему можно доверять, остается только догадываться. К зиме Милан начинает голодать. Его жители едят мышей и собак. Велизарий, осаждающий Урбий-Ветер, приказывает войскам идти на помощь городу. Но когда его командиры узнают о численности бургундского войска, они останавливаются у реки По и отказываются идти дальше без поддержки Иоанна и его войск в Эмилии. К этому времени Иоанн подчиняется только приказам Нарсесса. Пока Велизарий пишет Нарсессу и убеждает его в срочности ситуации, становится слишком поздно. Гарнизон Милана игнорирует призывы своего командира умереть как герои и договаривается о капитуляции, бросая мирных жителей на произвол судьбы. Остготы и бургунды вырезают всех мужчин, которых находят в городе. Женщин и детей отдают бургундам в рабство. Один из величайших городов Италии разграблен и разрушен до основания. Разрушение Милана – прямое следствие фатального раскола в римском высшем командовании. Потрясенный Юстиниан отзывает Нарсесса в Константинополь. Велизарий вновь получает единоличное и неоспоримое командование в Италии. Северная часть страны уже 2 года охвачена войной. За это время не собрано ни одного урожая. Витигис не может вести кампанию без снабжения и остается в Равенне. Римские войска могут снабжаться по морю зерном из Сицилии и с юга. Но в сельской местности итальянские крестьяне начинают голодать. Я сейчас расскажу, так как я сам был очевидцем этого, какого они были вида и как умирали. Все были худы и бледны. Плоть, не имея питательной пищи, по древнему выражению, сама себя поедала. При продолжении этого бедствия вся влага уходила из тела, кожа страшно высыхала и была похожа на содранную шкуру. Их синий цвет лица постепенно переходил в черный, и они были похожи на сильно обожженных факелами. Выражение лица у них было как у людей, чем-либо пораженных, и их глаза смотрели всегда страшно и безумно. По оценкам Прокопия, только в Пицене голод унес 50 000 жизней. Тела оставались непогребенными, ходили слухи о каннибализме. Когда сам король Теодеберт внезапно повел великую франкскую армию в Северную Италию, атакуя остготов и римлян, он обнаруживает, что попал в пустошь. Его армия, не найдя припасов и ослабленная болезнями и дизентерией, быстро отступает назад через Альпы. Война продолжается. Велизарий осаждает остготские крепости Физул и Ауксим. Ауксим неприступен. Только голод заставит их сдаться. На окрестных холмах происходят стычки. Каждая сторона устраивает засады на вражеских фуражиров. Велизарий поражен решимостью остготов. В
конце концов он узнает от пленного, что один из его людей передавал гарнизону послание от Витигиса, обещая помощь и призывая их продержаться еще немного. Велизарий арестовывает предателя, а затем возвращает его в свой отряд, чтобы те наказали его по своему усмотрению. Они сжигают его заживо на глазах у врага. Гарнизоны Физулы, а затем Ауксима, наконец сдаются из-за голода. Велизарий предоставляет обоим щедрые условия. Затем, обезопасив свои тылы, он начинает наступление на Равенну. Подкрепления из Далмации подходят с севера. Равенна защищена лагуной, болотами и отмелями вдоль побережья. Части ее кирпичной стены высотой 9 метров можно увидеть и сегодня. Она была включена в более поздние венецианские фортификации. Город сильно укреплен. Римская хватка становится все крепче. Перехватывается важный груз зерна на реке По. В городском зернохранилище вспыхивает таинственный пожар. Остготский король возлагает большие надежды на своего племянника Урайя, подошедшего с войском в 4000 человек. Но когда солдаты узнают, что их родные укрепления перешли к римлянам, они отступают. В отчаянии Витигис соглашается начать переговоры. Из Константинополя прибывают императорские посланники, но договор, который они предлагают Витигису, настолько щедр, что Велизарий отказывается его подписывать, считая, что находится на пороге полной победы. Без одобрения Велизария остготы также относятся к договору с недоверием. Отодвинув на второй план короля Витигиса, остготские вожди отправляют собственную делегацию к Велизарию с тайным предложением сделать его императором Запада, если он гарантирует их безопасность. Велизарий клянется только в том, что остготы не пострадают, если сдадутся. Клятву править ими он принесет позже, перед самим Витигисом. Остготская делегация довольна. Какой человек откажется от предложения короны? Ворота города открываются, и Велизарий во главе своих войск входит в Равенну. Он обеспечивает быстрое поступление зерна в город. Затем приказывает остготским воинам, превосходящим римлян числом, разойтись по домам. Не происходит ни грабежа частной собственности, ни насилия. Велизарий одержал победу, но вскоре выясняется, что он поступил с остготами нечестно. Когда я тогда смотрел на вход римского войска в Равенну, у меня явилась мысль, что то, что совершилось, менее всего совершено человеческим разумом или вследствие какой-то исключительной доблести, но что это нечто божественное, что изменяет мысли людей и ведет их туда, где для выполняющих не будет никакого затруднения. Ведь готы и числом, и силой намного превосходили своих противников, и когда они были в Равенне, они не были побеждены в сражении, и их мысли не были подавлены чем-либо другим. Проходят дни. Остготы ждут известия от Велизария о коронации себя императором Запада и о том, что он будет править ими. Оно так и не приходит. Велизарий не намерен предавать императора. Он позволил остготам думать, что примет их предложение, только чтобы как можно быстрее закончить войну. Остготы начинают чувствовать, что их обманули, даже предали. Подозрения подтверждаются, когда Велизария отзывают в Константинополь. Он уезжает с остготской казной и пленными, включая Витигиса. Соперники Велизария позаботились о том, чтобы Юстиниан услышал все о предложении остготов занять императорский трон. Но на данный момент император сталкивается с гораздо более серьезной проблемой.
Одним из последних действий Витигеса, будучи королем, была отправка 2 тайных агентов ко двору Шахиншаха Хосрова в далекую Персию с просьбой о помощи против их общего врага Восточной Римской империи. Хосров не нуждается в ободрении. Он наблюдал, как Юстиниан снимает войска с восточной границы для своих войн на западе. Теперь сасанидские армии на марше. Хосров нацелился на Антиохию, второй город империи, столицу Римского Ближнего Востока. Юстиниан убежден, что остановить его может только один человек – Велизарий. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями. У нас есть телеграм-канал, группа ВКонтакте и Дзен, ссылки будут в описании. Подписывайтесь, там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов. А если вы оформите подписку на Boosty, то получите ранний доступ к новым видео, а также упоминания в конце видео. Отдельная благодарность Ният М. и Андрей Суздальский.